Недооценивая овощи, многие лишают себя не только разнообразия в повседневном питании, но и наслаждаться вкусом того, что подарила нам природа. Сегодня приготовим морковные котлеты. Возьмем свежую морковь, ее очищаем и подготовим для того, чтобы немного приварить. Для чего это нужно, можно прочитать в описании к этому видео. Морковь заливаем холодной водой и ставим на средний огонь до закипания. После этого уменьшаем огонь до среднего и отвариваем морковь минут 10. Готовность проверьте шпажкой, она должна входить легко. Морковь готова, сливаем воду и отставляем до остывания. Пока морковь охлаждается, посмотрите, что еще нужно подготовить. Яйца, панировочные сухари, соль, сушеный чеснок, специи для овощных блюд, манка, сметана, молоко, черный молотый перец. Морковь остыла, натираем ее помельче. Видеоподсказки справа вверху, посмотрите, как делать котлеты из капусты, из картофеля. А в конце этого видео поставлю ссылку на плейлист «Вторые блюда» в сезон овощей и не только, там много интересного. Дальше все просто. Яйца, соль. Со специями будьте внимательны. В их составе может быть соль, тогда регулируйте количество соли на свой вкус. Сушеный чеснок. Молоко. Манка. Сметана. А может, вы захотите приготовить сладкие морковные котлеты? Дадим постоять котлетной массе минут 10-15. Манка набухнет и свяжет между собой остальные компоненты. Время прошло. Берем небольшое количество фарша. У меня это 80 грамм. Формируем котлету, панируем ее в сухарях. И кладем на заранее разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем котлеты с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки. Вы можете запанировать котлеты и в манке, и в муке, но в сухарях корочка получается более хрустящей. Не рекомендую накрывать котлеты крышкой. Вкуснее всего морковные котлеты со сметаной.